Дело в том, что когда я начала учиться играть на рояле еще совсем в раннем детстве, то родители купили рояль. Именно рояль, а не пианино. Причем мое счастье заключалось в том, что рояль был плохой. И это значило, что родители не запрещали обращаться с ним так вольно, как нам бы хотелось. И мы с сестрой, сестра тоже пианистка, то есть тогда мы были в классе фортепиано. И тогда уже начались эксперименты со струнами. Сестра сидит и играет на клавиатуре, нажимает педаль, а я что угодно делаю на струнах. То есть эти импровизации – это было дело моего детства. И, конечно, эти импровизации повлияли на меня сильнейшим образом. Это такое вообще фантазийное пространство, как будто это театр, это не инструмент, а это театр, это концертная площадка, колоссальные акустические возможности, акустика под роялем, великолепная акустика, например, кто-то играет на клавишах, кто-то играет на струнах, а я нахожусь под роялем. И там образуется очень поэтическое пространство, акустическое. И когда я потом сравнивала с теми пьесами, которые существуют, охватывают 2 октавы клавиатуры, мне казалось, что это так убого, так мало. Может быть, именно это заставило меня сочинять дальше. Во всяком случае, вот эксперименты со струнами – это дело моего детства. Но к 60-му году очень многие композиторы обращались к этому, и Кейдж, и очень многие так называемые препарированные фортепиано. Это существовало, конечно. Но для меня главным образом существовало вот это детское воспоминание. Estabas haciendo los pizzicato por aquí todo muy bien, y cuando has querido repetir una misma nota, cada vez que apoyabas el dedo te vibraba, la vibración de tu propia uña, porque lo estabas haciendo con la uña, te vibraba, ¿no? Pero como tienes aquí 2 cuerdas, tú puedes escoger, primero haces una, después hacer la otra, y así evitas esa vibración molesta que te estaba produciendo, por ejemplo, ¿no? Juegas con las 2 cuerdas. Otra cosa que puedes hacer, si lo haces justo en el borde, la vibración es lo mismo de antes, la vibración es mucho menor, con lo cual es menos molesto. Aquí, como tienes mucha vibración de la cuerda, cuando vas a meter el dedo, lo que haces es parar esa vibración, y suena mucho, por ejemplo. Entonces, para que sea un sonido un poco más puro, o bien lo haces en este borde, eso es, y si te pilla muy lejos, intenta hacerlo en este borde de aquí, aunque no lo veas, no hace falta levantarte. Imagínate dónde está, en este borde justo. Más para acá, ahí. Es un poquito más oscuro. Vale, esto lo vamos a marcar. El mi bemol. Sí, en cualquier sitio que tú lo veas bien y que no se te vaya a despegar. ¿Lo ves bien ahí? Sí. Vale. Eso es. Entonces, mírate un segundito. Mi, fa, sol, re, do, si, la, re, si, mi. Sin prisa, ¿eh? Lo que te pasa es que, como el espacio es un poco pequeño, dobla un poquito la muñeca, ahí está, y presiona bien. Eso es. Eso es, y se acabó. Yo creo que vamos a hacer un experimento, hacer lo que sea, o sea, tú te inventas sobre la marcha, ¿vale? Que tú empezarías libremente con el material que tú quieras y hacemos el enlace, a ver lo que sale, sin más. Vale. Дело в том, что с самого детства рояль был моим самым любимым инструментом, которым я довольно хорошо владела, потому что я училась в классе фортепиано, начиная с 5-летнего возраста.
И затем получила высшее образование как пианистка. Затем приехала в Москву и в класс композиции, но я продолжала заниматься у очень больших педагогов по фортепиано, у Якова Израильевича Зака. И только с большим трудом я оторвалась от этого инструмента. Настолько мне нравилось играть на рояле. Но вот пришлось отказаться дальше от этой деятельности, потому что я чувствовала, что для сочинения нужна полная концентрация, все мои силы должны уйти уже на сочинение. Пришлось отказаться, но с большой болью. Таким образом, у меня с этим инструментом связана моя глубочайшая драма внутренняя, отрыв от рояля в пользу сочинения. И как раз этим объясняется то, почему я дальше старалась не писать для фортепиано, а переключилась на оркестр, на ансамбль, на хор, на вокалистов. То есть для меня писание вещей для фортепиано было не такой трудной задачей. Слишком легко мне было написать для рояля. А гораздо важнее мне было овладеть всеми другими возможностями сочинения, для сочинения. То есть оркестр, ансамбли, вокальная музыка, оркестровая и хоровая музыка. И дальше уже пошла жизнь, как бы рояль был отодвинут на второй план. Но для меня нужно было выбрать из двух вот этих деятельностей, выбрать что-нибудь одно, потому что я чувствовала, что если я сочиняю, то мой аппарат пианистический становится хуже. Если я трачу время на пианизм, то тогда что-то уходит от сочинения, от фантазии сочинительской. И для меня так и не ясно, каким образом справлялись с этой задачей все другие композиторы, которые были одновременно и пианистами, и дирижерами, и композиторами. И к 60-м годам это было уже тем моментом, который носился в воздухе, как нечто естественное. И естественно, что в сознании композиторов это и Стравинский, и Кшенек, и многие другие, у них большая фасцинация перед этим явлением. Явление действительно настолько богатое, настолько завораживающее, что это не могло пройти не затронув сознание европейцев.
И мое сознание тоже было заворожено этим искусством. Это, по-моему, это очень естественно. Вот Армстронг, Эллингтон, затем Брубек, Энни Тристано, холодный джаз. Но это были действительно избранные люди, которые каким-то образом доставали из-под полы. Это не было официальным рынком, где можно просто купить. Я припоминаю мое личное впечатление, когда я посмотрела, но это не в те годы, а уже потом, как Армстронг выходит из самолета и играет на трубе. В этом было такое счастье, такое чувство радости, которое я никогда не думала, что вообще может существовать в музыке. Я думала, вся европейская музыка фасцинирует меня тем, что очень большой драматизм, накал, энергичность, медитативность, глубина, постановка проблем. Но чтобы такая радость шла из самого звучания, звук трубы, как подарок радости. Этого я не знала прежде. Но надо сказать, что все-таки для европейца эта область вот такой радости открытой, область, это для европейцев все-таки экзотика в некотором смысле. Это не... То есть, когда я себя анализирую, то я думаю о том, что все-таки самое родное мне – это европейское мышление. А это предмет моего восхищения. Вот я отделяю то, что действительно вот я живу чем я живу, или то, чем я восхищаюсь. И для меня это предмет восхищения, но мое истинное нутро все-таки не там. До этого написано очень много произведений для рояля, которые все отвергнуты и не стоят в каталоге. Это были и вариации на различные темы, это были фуги, это были различные танцы, какие-то жанровые картины. То есть я все время что-то сочиняла. Но все это было... Тогда я даже и не верила, что я могу стать действительно композитором. И я все это потеряла, в общем-то. Все ноты потеряла. Так что я даже сама не могу вспомнить, что это было. Но, тем не менее, я припоминаю, что я начала пытаться
записывать свои импровизации. А тогда это было именно так, что вот импровизации на рояле, и затем эти импровизации как бы записываются. Но это, по-моему, с точки зрения композиционной, это примитив. И поэтому весь этот период я вычеркнула как бы. Ничего не хотела. Вот так вот сонату, как есть, вот так бы хотела. А в Чиконе у меня есть 3 маленьких желания. И вот речь идет о темпах, начало Чиконы. Речь идет о темпе. Причем это моя вина, my fault. Потому что тогда, вот в 60-е годы, у меня не было хорошего метронома. I haven't got good metronome. And this tempo wrong. Wrong. And each pianist исправляет мои ошибки. Очень много исправил моих ошибок. Но начало я бы еще больше исправила мою ошибку. Еще больше. То есть мне бы очень хотелось, чтобы это было еще медленнее, но slowly. Надо сказать, что в тот период времени для меня большое значение имели те друзья, которые меня окружали. Это было время, когда очень трудно было мне подойти к исполнителю, добиться того, чтобы исполнитель взял мое сочинение. Это было очень трудное время для меня тогда, в 60-е годы. И Марина Мдивани была одним из моих друзей. То есть мы жили вместе в одной комнате в общежитии. И она как раз первая, которая сыграла это произведение в Америке. То есть она не только в России сыграла, не только в Москве, но даже и за рубежом. Очень сильная и талантливая пианистка. По существу именно это был первый опыт, когда действительно исполнитель на меня влиял в сильнейшей степени. То есть я даже не надеялась на то, что кто-нибудь другой сыграет когда-нибудь. У меня не было никакой надежды на это. И я сосредоточилась исключительно на этой персоне. Я представляла себе именно эту персону на сцене, играющей. То есть это настолько было связано одно с другим. И вот это ощущение исполнителя, исполнительских глаз, исполнительских жестов и влияние на музыку, это был первый раз, когда я ощутила.
И затем почти всегда вот следующая моя композиторская судьба связана с исполнителями, которых я вижу не только как исполнителей, а именно людей, которые что-то излучают, какую-то энергию дополнительную. И это я множество раз после этого пережила. Мне это очень дорого. And everywhere you find it, 2 bars, 3 seconds, this is the way the chaconne is written down. Is it because you didn't have a metronome that she decided to do it this way? Это потому, что не было метронома, вот так. Yes. Не было метронома. There's one place in which pianists usually think a lot is in this relation. You have told me that maybe it was a bit fast here, too fast. Which makes this double, which means... No, this is not. No. Что-то мужское здесь, потому что слишком быстрый темп, это чисто женский темп. А вот такой сдержанный, это чисто мужской темп. Это свойство мужчины держаться. This man's character, you know. Я бы не так быстро. Все не так быстро. Все немножко. All the piece, not so fast. Not so fast on the piece, okay. So, diesen... It was really perfectly when it was your own wish. Hier, diese Expressivität, diese Mystik, und Tempo, da.
vamos a presentar entonces hoy la obra completa de la compositora rusa Sofía Guaidulina, que es una de las producciones pianísticas más interesantes que hay de música contemporánea para piano. Muy curiosamente, digo lo de curioso porque incluso la propia compositora no tiene o no considera su propia obra pianística como de una gran relevancia, sobre todo comparado con el resto de producción suya. Esto es algo muy peculiar. Ella es una compositora que, como ya sabéis, nació en 1931 y toda su obra pianística es de los años 60. La primera obra que vamos a ver, La Chacona, es de 1962, la sonata es de la misma época, entre el 62 y el 65 más o menos, y las piezas infantiles, los musical toys, son de 1969 y se acabó. O sea, no volvió a escribir nunca más para piano solo. En música de cámara sí que ha utilizado nuestro instrumento, pero para piano solo nunca más, y solamente tiene un concierto para piano y orquesta, que será el que escucharemos el viernes en el concierto. Entonces, otra cosa que llama la atención mucho cuando por primera vez te enfrentas a la obra de piano de Sofía Guaidulina y conoces un poco de su producción posterior, es que aparentemente no tiene nada que ver. Es otra música completamente distinta e incluso es otro compositor completamente diferente. Entonces, cuando uno por primera vez se topa con las partituras de las obras para piano, se da cuenta de que aparentemente no hay nada de todo eso en las piezas pianísticas. Las piezas pianísticas están escritas para pianistas con unas dotes técnicas bastante virtuosas, para pianistas de bravura. Son obras con muchas notas, muchas más que todas las notas que va a haber en muchas de sus obras posteriores, y de alguna manera esto sí que es un poco más normal porque ella era más joven, un poco más clásica y un poco más enraizada en la tradición de la que ella venía, ¿no? Ella estudió en el Conservatorio de Moscú, entonces bebió de las fuentes que todos vosotros conocéis, ¿no? Tuvo como maestros o como gente muy cercana a algunos compositores de los cuales vosotros tocáis obras, ¿vale? Entonces bebió evidentemente de Prokofiev, sobre todo de Sostakovich, a quien ella admiraba muchísimo y de quien recibió consejos, y esas influencias están muy claras en su música. Entonces, una de las partes que más nos interesa quizá sea el hecho de que es verdad que estamos ante obras de lenguaje contemporáneo, pero de alguna manera tienen un sabor que nos acercan mucho a las raíces de unas músicas que son muy cercanas a nosotros y que todos los pianistas del mundo entero tocan, ¿no? Que es la escuela rusa del piano. Entonces es una manera, de alguna manera fácil de enlazar la escuela rusa del piano, el gran pianismo ruso, con la música contemporánea. Entonces, si alguien a lo mejor quiere adentrarse en la música contemporánea de una manera un poco más asequible que por otros terrenos, pues quizá la música de Sofía Guaidulina sea una muy buena opción. Otra cosa peculiar es que en conciertos no se prodiga demasiado. Es verdad que La Chacona sí que es una obra más o menos conocida, quizá por sus dimensiones y, bueno, un poco por todo, por todas sus características, pero la sonata, por ejemplo, que es una obra de bravura formidable, brillantísima, pues no se escucha prácticamente nunca en concierto. Y los musical toys, quizá porque es una obra aparentemente, bueno, es una obra de carácter pedagógico, pues tampoco se toca demasiado. O sea que no se prodiga demasiado en las salas de conciertos, y sin embargo, si uno se pone a investigar, vais a encontrar hasta 5 discos grabados con la obra completa de Sofía Guaidulina. O sea que realmente sí, cuando uno conoce su obra, es capaz de apreciar la valía que tiene. Sin embargo, por alguna razón en las salas de conciertos, aparte de La Chacona, no se suele escuchar prácticamente nada. Дело в том, что с этим сочинением мне не так повезло, как с предыдущим. Мы тоже были очень дружны с Генриеттой Мирвис. Учились мы в одном классе, то есть в классе Якова Израильевича Зака. И это был второй опыт, когда я решила посвятить вот своей подруге, можно сказать, сочинение. Но на сей раз не получилось так, что она никогда не сыграла это сочинение, к сожалению, к моему большому сожалению, и мне пришлось выучить самой и сыграть это не в открытом концерте, тогда еще я не допускалась к открытому концерту, это было в каком-то клубе, я сыграла сама, а потом именно профессиональный пианист сыграл. Это была Мария Гринберг. Мария Гринберг. И вот это была, можно сказать, премьера сочинения. Но это было много позже. Если сочинение было написано в 1965 году, то это было приблизительно в 70-е годы уже. Очень интересно, что с сонатой у меня связаны какие-то негативные воспоминания. Например, композитор Литинский тогда встретил меня на углу
на углу 2 улиц, где Союз композиторов помещался. Встретил меня на улице и сказал, что зря я это сочинение написала, оно меня компрометирует. Так что с этим сочинением у меня были связаны большие трудности. Я думаю, что он имел в виду, что это опасно для меня. Опасное сочинение, опасное, что могут слишком негативную критику дать. Я как идеал, я бы хотела дать полную свободу, как идеал. Но я знаю, что существуют те люди, которые не хотят этой свободы. И тогда я пишу свою. Но как идеал для меня лучше, чтобы исполнитель полностью свою каденцию сделал. Текст and free interpretation. Это als идеал. Мне кажется, что как раз вот в случае с Рикардо это идеальный случай произошел. Идеальный случай, когда действительно текст выполняется весь, но он как бы делается его собственностью, как будто он сам и сочиняет. Приблизительно это же место. Как раз литургические вот это. Потому что если чуть-чуть быстрее, то уже теряется вот это эспрессиво. Und hier
plötzlich diese meditative Expressivität. Это сочинение не было заказано никем, и никто не влиял на это сочинение. Это было чисто индивидуальное решение написать такой сборник. Надо сказать, что очень многие композиторы имеют такой сборник для детей, и у Шумана, у Чайковского. И мне показалось тогда это очень симпатичным иметь в своем портфеле композиторском сборник, посвященный именно детям. Причем это было связано тоже с моим собственным детством. Когда я училась в музыкальной школе, то я по существу выполнила свою мечту из того времени. Когда я училась, конечно, это был интереснейший репертуар, и там уже были пьесы достаточно интересные. Но вот самое раннее детство было не очень интересным в смысле репертуара. И я как раз тогда мечтала о таких пьесах, которые были бы, с одной стороны, достаточно трудны технически, а с другой стороны, очень легки ментально для воображения. То есть вот тогда я мечтала о таких пьесах, потому что по существу я писала их для себя, воображая себя в детстве. И по существу, начиная вот с 1965 года, два произведения, совсем разные, определили дальнейшую мою судьбу. Это соната 1965 года, и в этом же году одно миниатюрное сочинение «5 этюдов для контрабаса, арфы и ударных», которые принципиально другую эстетику, именно мою внутреннюю эстетику демонстрировали. И надо сказать, что и тогда я просто не очень интересовалась тем, что происходит. То есть, точнее говоря, я интересовалась и очень многое что рассматривала, но каждый раз, когда я обращалась к себе самой, то я старалась все забыть. То есть забыть все, что существует. Это мой метод до сих пор. Я многим увлекаюсь, многое что слушаю, и совершенно в восхищении. А потом приходит момент, когда я все это как бы забыла, как будто ничего не существует, вообще ничего не существует. Это мой метод жить. У меня никогда не было озабоченности относительно понятия «стиль». И тогда, так и сейчас, я думаю, что стиль не должен быть запрограммирован заранее.
С моей точки зрения, как идеал должно быть путешествие внутрь себя, путешествие в свою собственную душу, в какой-то ландшафт своей души. И там происходят разные события, на которые человек реагирует своим творчеством. И вот тип реакции, который он выдает в этом путешествии внутрь себя, в свою душу, и образует стиль композитора. И он не должен быть заранее запрограммирован. Он должен, с моей точки зрения, здесь должна быть достигнута абсолютная свобода в этом путешествии внутрь своей души. Такое воображаемое состояние, как будто ничего не существует в мире вообще. Только я и мое слышание.